Всем привет! Мы в Нюрнберге. Приехали пройтись немножечко по городу и по магазинам. Мы выходим из вокзала. Мы выходим из вокзала. Как-то мы с какой-то странной немножко стороны вышли. Сейчас будем искать тот магазин, который мы хотели найти для Максима. Вообще, сам по себе Нюрнберг очень мне нравится. Здесь очень удобно, все расположено. И хорошее метро. Такое, знаете, вот не сильно спускаешься вниз там, а именно такое вот бывают станции, где просто по городу едешь. И, естественно, красиво и приятно, когда поезд, ты вроде в поезде, но едешь по городу, и не надо там автобусы вот эти вот. Хотя автобусы тоже хорошие здесь. Но метро удобнее, очень быстро передвигаешься. Вот. Если вам, допустим, нужно какой-то магазин найти или еще что-то, да, самое простое, если вы не знаете языка, перевести на немецкий язык просто, что вы хотите купить, и рядом добавить около меня. Ну, допустим, вот Максим хотел купить какую-нибудь фигурку Nendoroid, или хотел купить фигурку Funko Pop, потому что он увлекается аниме, рисует и все это прочее. И я ввела в Google поиск купить там аниме-фигурку, допустим, да, или купить можно Funko Pop написать, или Nendoroid, или комиксы, или мангу. И нужно добавить около меня. То есть все это на немецком пишете, если вы в Германии, да. Вот. Ну, вообще это в любой стране работает, вот так, с Google поиском. И вам выдаются все магазины. Вы можете задать радиус в километрах, можно в радиусе, допустим, 32 километров, можно больше там, да. Вам выдаются все эти магазины в радиусе, и вы спокойно едете туда, куда вам нравится. Вот, потому что есть такое приложение, называется DB Navigator, это именно в Германии. Оно рассказывает полностью ваш путь, поезд и транспорт. Вот, смотрите, вот мы идем в хорошей части города, исторической. Вот. И также Google, естественно, навигатор тоже так же работает, да. Вы вводите адрес. О, классно. Вот, вы вводите адрес или там, название магазина, и он вас ведет. Если вы даже не знаете языка и просто путешествуете или где-то находитесь, вы вполне можете доехать без всяких проблем. Вообще, когда переезжаешь куда-то примерно в 35-40 лет в другую страну и не знаешь языка, конечно, очень сложно, честно вам скажу. Вот. То есть мы переехали по семейным обстоятельствам, да, так получилось. Но, конечно, адаптироваться сложно. Вот сейчас уже прошло несколько месяцев, и уже становится чуть-чуть легче. Вот. Но из-за того, что поток беженцев очень большой, конечно, не все так быстро происходит, как хотелось бы. С оформлением документов, с занятостью, с языком, с курсами языковыми и так далее. Но мы стараемся как-то привыкать, да, вот к той жизни, которая у нас теперь есть. Благодарны Богу за то, что мы, ну вот просто вот так живем, как живем. Самое сложное в Германии – это разбираться в законодательстве, не зная языка. Здесь, если у вас есть знакомые, близкие, это хорошо. Но и они не все могут разбираться в законах. Поэтому нужны консультации, они чаще всего платные. Или просто, ну, хотя бы читать нужно, сидеть, переводить, да. Мы делали все. Переводили, пробовали общаться с близкими, с родственниками на эту тему. И вот, понимаете, все равно где-то нюансы, да, вот и ты с опытом только можешь познать какие-то нюансы только с долгосрочным проживанием. Ты начинаешь там обретать этот опыт, набиваешь шишек. Вот без шишек, наверное, не получается. Очень прикольный нашла магазин, где разными необычными мягкими игрушками украшена витрина. Я прям засмотрелась. Всякие рыбы, пони, бельчата, барашки, гусеницы,
богомол, чупакабра, мыши. Все есть, пандята. Мы продолжаем искать Максюшкин магазин. Где? О, Ультракомикс. Вот видите, мы приехали по Google навигатору, да, по DB навигатору. Вот он, Ультракомикс. Заходим сюда. Давайте посмотрим, что тут у нас есть. Ух ты, пух ты. Какая красота. Всякие машинки. Ух ты, книги за 1 евро. Смотрите. Прикольно. За 1 евро? Без продажи, что ли? Или подержанные? Класс. Так, а тут у нас что? Всякие штучки, игрушки. Что-то прикольное. Вот оно. А? Статуя. Статуя. Тут вот наш Дэдпул есть. И Дарт Вейдер. Чего только нет. И книги. Всякие книги. Смотрите, каких много здесь. Очень много. Что бы вы себе взяли за 1 евро из этих книг? Интересно. Я вот что-нибудь выберу, наверное, все-таки. Чего тут только нет. Вот даже смотри, Максим, Star Wars. Книга Star Wars, видишь? Книги прям круто. А это что? Ну, интересно, слушай. Прикольно. Пошли. Тут еще вот Star Wars есть. Супер. Вот еще Star Wars, смотри. Класс. Такие страшные чуваки. Тут карточки. Ведьмак, смотри, Ведьмаку все посвящено тут. Ух ты, Максим, ты посмотри. Тут внизу что-то есть. Пошли вниз? Нет, Сначала здесь походим. Смотри, Максим, плащ Акацуки и рюкзак Акацуки. Вау. Я это сразу заметил. Ну, я-то не успела еще. Ух ты, фанкопопы. Смотри, какие фанкопопы. Ты что-нибудь уже присмотрел? Микки Маус. Что? Это по мультикам всяким. Ну и что, смотри, внимательно. Чего тут только нет. Вот это рай. Для аниме, кстати, один из самых моих любимых персонажей в Дисней. Бабка из Белоснежки. Боже, это же фантастика. Сколько она стоит, эта бабка? Бабка, сколько ты стоишь? Made in Tunis. 3,50. Брелки? Где? Нет, это брелки 3,50. А бабка? Сколько стоит бабка? Сложный вопрос. О, ты посмотри, красавица и чудовище. Батюшки мои. Вау, всякие штуки интересные вообще из Диснея, такие прикольные. Боже, чайничек. Это же вообще супер. Далматинцы. Бэмби, смотри. Винни-Пух. Все есть. Прикольно. Мам, тут есть вещи